Почти любая стандартная методика по самостоятельному обучению предлагает сначала изобразить фигуру в целом. Этот подход имеет смысл только при непосредственном формировании компоновки листа, но никак не поможет в построении конкретной фигуры. Вот куб, проверенный стандартным способом, широко распространенным в большинстве художественных школ, училищ и вузов. Однако если проверить такой куб средствами той же начертательной геометрии, представив его в плане, то выяснится, что это вовсе не куб. А есть некоторое геометрическое тело, с определенным ракурсом, наверняка и положением линии горизонта, и точек схода его только напоминающее. А вот такой куб может считаться модульным, так как изображен корректно, а это означает, что и рисунок с включением такого куба будет точен. В чем разница? Спросите вы. Рисунок куба следует начинать с эллипса, то есть с окружности в пространстве. Только таким образом можно избежать всех последующих ошибок, которые не имеет смысла перечислять ввиду их количества. Надо понимать, что, несмотря на всю внешнюю близость к натуре, на всю его аккуратность, рисунок, в основе которого содержится фундаментальная ошибка, неизбежно ошибочен и во всем остальном. Иными словами, нет никакого смысла говорить о пропорциях, ритме, метре, масштабе, когда неизвестен даже размер модуль. Этот модуль, отвечающий за все необходимые размеры, по глубине, ширине и высоте, не что иное, как куб. Шаг 1. Проведите горизонтальную и вертикальную линии, проследив за тем, чтобы вместе они образовали прямой угол. Таким образом, вы получите большую и малую оси. Шаг 2. Изобразите эллипсы, проверьте по точкам, расположенным по горизонтали и вертикали. Они должны быть на равном удалении от центра. Шаг 3. Проведите произвольную прямую, получив касание с эллипсом. Шаг 4. Параллельно предыдущей проведите вторую прямую, с учетом незначительного перспективного сокращения. Это будут будущие ребра куба. Шаг 5. Обратите внимание, что такой подход позволяет выбрать любое направление ребер. Проведите через центр третью линию, параллельную уже известным ребрам будущего куба. Шаг 6. Вспомогательная ось квадратной плоскости помогает поставить третье ребро на свое место. Так, легкими линиями показаны еще два неверных положения этого ребра. Шаг 7. Покажите четвертое ребро, параллельное ребру предыдущему. Обратите внимание, что квадрат должен искажаться, то есть он подчиняется точкам схода, тогда как эллипс не искажается. Значит, и геометрический центр квадрата не будет совпадать с центром эллипса. Однако в рассматриваемом масштабе при таком незначительном перспективном сокращении эта разница может и не выявляться зрительно. Шаг 8. Как видно, такой подход позволяет избежать лишнего поиска касательных, требующего часто сложных расчетов. Проблема обнаруживается только в самом эллипсе, который, по причине рисования от руки, может иметь какие-то изъяны. Потому необходимо запомнить, что отрезок от угла куба по диагонали до пересечения с окружностью, эллипсом, должен укладываться до центра окружности примерно 2,5 раза. Шаг 9. Большая ось эллипса характеризует натуральный размер куба, поскольку равняется высоте вертикального ребра куба. Конечно, при условии незначительного перспективного сокращения. Шаг 10. Для дальнейшего построения куба опустите вертикаль из углов найденного квадрата. Шаг 11.
Изобразите второй квадрат с учетом незначительного перспективного сокращения. Шаг 12. В зависимости от масштаба и удаления точек схода от изображаемого куба, вторую горизонтальную плоскость можно проверить дополнительным эллипсом. Но важнее проверить квадрат, который поможет сформировать будущие фигуры, находящиеся в вертикальном положении по отношению к предметной плоскости. Поэтому найдите геометрический центр квадрата и эллипса, с незначительным отклонением в пределах погрешности, посредством диагоналей. Шаг 13. Рассеките вертикальную плоскость квадрата на две равные части по вертикали и по горизонтали. Шаг 14. Можно попытаться построить эллипс по 4 точкам, но следует сказать, что такое изображение эллипса будет ошибочным, если он не имеет двух проверочных осей. По аналогии с горизонтальной плоскостью квадрата, где оси, образующие прямой угол, помогали сформировать сам эллипс, следует найти необходимые оси в плоскости вертикального квадрата. Найти вертикальную ось в данном случае поможет само положение ребер куба. Это взаимное расположение и называется ракурсом. Большую же ось можно найти посредством построения прямого угла, для чего можно использовать, скажем, угол листа бумаги. Шаг 15. Впишите эллипс в вертикальный квадрат. Шаг 16. На рисунке показаны вспомогательные линии самопроверки. Они образованы крайними точками на большой оси эллипса и самим ракурсом куба. Таким образом, если вы повернете рабочий лист так, чтобы линии горизонта соответствовала большая ось эллипса, вы убедитесь, что у вас получился достоверно изображенный фрагмент цилиндра. В этой проверке важно, чтобы точки, находящиеся на большой оси, являлись крайними по отношению к эллипсу. Они указывают, в свою очередь, на завершение формы цилиндра. Шаг 17. Проверьте квадрат по известной формуле. Отрезок диагонали от угла квадрата до пересечения с окружностью должен отложиться к центру примерно 2,5 раза. Таким образом, проверив каждый угол, вы должны будете получить малый квадрат, стороны которого должны быть параллельно сторонам проверяемого квадрата куба. Шаг 18. Найдите оси эллипса третьего проверяемого квадрата. Шаг 19. Впишите эллипс в третью видимую квадратную плоскость. Проверьте эллипс. Шаг 20. Выделите видимые линии. Рассмотренный способ построения, в отличие от способа, опирающегося на визуальное восприятие и поиск на листе посредством силуэта общего представления об изображаемом теле, исчерпывает все существующие способы проверки. Такие, например, как метод визирования, проверку через диагонали и центры квадратов, сверку углов по картинной плоскости, иные проверки с помощью инструментов линейной перспективы, однако не дающие достаточно точного ответа на вопрос о купле изображен на листе.